Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня, кстати, по-прежнему зовут Александр, если вы забыли. Вот, и сегодня мы играем в замечательную игру под названием Тауматург. Кстати, именно ее у меня плохо смотрят. То вдвойне обидно, потому что игра просто безумно интересная. Просто кайфовая. У нас доступно еще одно очко Тауматургии. Наведаться в цирюльню. А цирюльня у нас находится подальше. И музыка кайфовая. Вот знаете, когда нет бюджета, а игру делать ребятам очень хочется. Сразу ощущается, как бы это пошло не звучало, душа. Душа, понимаете, вы видите вот эту вот картину, как в поэзии. Улица, фонарь, аптека. И просто сидишь и любуешься. Хотя графика вид сверху и наполнение не особо большое. Блин, вот эти вот кирпичики выложенные. Это ведь тоже искусство, ребят. Телюльня. Погоди, зачем мне на кладбище? Брулящая цивилизация, погоня за успехом, так. У них цирюльник на кладбище. Типа он постригает и хоронит одновременно. Но знаешь, если ты бреешь человеку бороду и случайно ему вену, артерию перерезал, то сразу на кладбище, без вопросов. Обожаю эту фишку. Тоже сильно подходит для этой игры. Тауматург. Насмотреть. Плакат. Ассоциация техников Варшавы приглашает вас на лекции выдающихся изобретателей, инженеров и ученых Польши. Встреча проходит каждый четверг в 19:00 в главной конторе ассоциации на улице Повозковской, 5/9. Вот 20 копеек. Плакат извещает о ежевечерних чтениях каждый четверг в главной конторе ассоциации. Короче, можно послушать лекции людей науки. А нахера мне ждать до утра, типа? Всегда хочется погулять где-то еще по локациям. Готово. Все постынет немножко. Вот, кстати, женщина, та самая игра про этого. Тауматурга. Так что у нас еще есть интересное? Мучение 5 получает, 3-4 урона каждого раунда, максимум 4. Адреналин повышает. Так. У меня столько граней сердца, что с ума с этим можно. Повышает носимый урон на 50%. Я активно качаю мучение. Так я параллельно еще перепишу, ребят. Я не ожидал, что быстро все будет готово. Заметки с проповеди. Хищная культура Запада уже запустила когти в самое сердце нашего государства, в церковь. Сколько из нас нынче отдает предпочтение домам увеселений, а не дому Бога. И даже некогда порядочные заведения превратились в балаган. Взять бы хотя бы, к примеру, то, что деется в этот четверг в стенах, принимавших когда-то исключительно уважаемых людей науки. Теперь же там, в тот самый час, когда в нашем храме будет происходить отпевание
Будут устраивать показ движущихся картинок. Ну, это искусство. Кстати, церковь тормозит прогресс. Я против церкви. Пустой клоунский акт, призванный отвлечь умы от работы, семьи и веры. Нет ничего страшнее веры. Назовите это богохульством, и я скажу, мне похер. А, это не то самое кладбище, это все одна локация, да? Или нет? Ну, типа, люди должны меняться здесь, так. Так-то. Угу. Фотографии. Целюльник. Поцелуй меня. Это что? Рекламная листовка. Мужской портной Рох Дубродский. Заказы любой сложности. Самые низкие расценки. Изящно, аккуратно и со вкусом. От первого до последнего стежка. Улица Пружная, 11. Вход с улицы. Ну, это трамвай, серьезно? Тут настолько все обширно потом будет. Ну ладно. Здесь еще закрыто. Целюльник. Поцелуй меня. Заходите. Заказать стрижку. Please set my hair to rights. Yes, sir. Я сам могу выбирать. Это что, GTA, что ли? Ох ты. А мне нравится. Прям такой злодей получается, Тауматург. Так, у них, оказывается, у всех названия есть. Классический беспорядок. В этом творческом хаосе узнается некогда аккуратно стрижка, пущенная на самотек. Щеголь из повисля. Боковой пробор ухудшит лицо, и прическа слегка передает слегка недобрый вид. Ах, господи, худит лицо. Мне нравится. Варшавский паренек. Длинный верх с укороченными боками. Этот стиль набирает большую популярность в Америке. Америка, fuck yeah. Модный зачес. Интеллигентная классическая стрижка, уложенная первоклассной голландской помадкой. Такой сладкий. А что это отмечается звездочкой? Мечта могильщика. Это типа пряди волос, спадающие на лоб, придают образу фривольности. Этот стиль пришел к нам из французских салонов красоты. Это за предзаказ, видимо, да? Кладбищенский шик. Частичный беспорядок символизирует отвержение модных устоев. А, видимо, мне эти надо сделать. Густой зачес. По этой стрижке легко определить настоящего интеллектуала, поскольку всем известно, что долгие раздумья ведут к облысению. Она скрывает все ваши недостатки и окутает аурой загадочности. Элегантные завитки, блин. Мне не нравится. Вот это вот. Найс. Как считаете? Вау. Линкольн. Похож, да, очень на Линкольна.
Мне нравится. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Ну, блин, не знаю. Мне нравится. Yes, you're talented. Years of practice. My Потом clients are по-другому always подстриглась. satisfied. Надеюсь, не слышно, что я живу, да? Наверное, днем открывается. Северное поместье. Ждать. Мне и ночью нравится. А здесь у нас что? Заперто. Надо сфоткаться пойти. Достопримечательность. Да, о, кладбище. Локации становятся обширнее намного. Прям намного обширнее. Я поначалу думал, что игра прям максимально линейная. Ну, возможно, так и есть. Но ощущение она вызывает прям не однобокие. Брошюра. Безопасное мыло с добавлением мышьяка от доктора Кэмпбелла. Нихера себе безопасное. Мышьяк, он накапливается в организме, потом умираешь. Выводит веснушки и красные пятна, и жизнь твою тоже. Придавая коже мягкую матовую белизну, помогает избавиться даже от сильного загара. Ваш пропуск в мир сияющей кожи. Ну, в раю-то кожа, неважно. Спрашивайте во всех крупных аптеках и парфюмерных магазинах. Главный склад расположен в Варшаве в аптеке Земенхора. Площадь Железной Брамы 8. Перед покупкой проверьте торговую марку и подпись. Да, подделывать даже такую херню любят. Рекламный плакат. На новых фотографиях патэ. Пение, музыка и речь звучат чище, мягче и отчетливее, чем на самых дорогих граммофонах. Они не издают гудения, а всего одна игра прослужила долгие годы без необходимости замены. Цена 32 рубля. Ну, это уже дорого для тех времен. Обязателен к покупке всем ценителям музыки. Если все фонографы будут распроданы, мы начнем принимать заказы на следующую партию. Песни из опер и оперет, церковная музыка, декламации, вальсы, польки и марши. Главный слаг новых фотографий патэ. Адам Климкевич, улица Лешна, дом 14, Варшава. О, не зря пошел. Там, погоди. Где Мил? Я слышал Мил. А я выпил, типа, да? Зарисовочки. Типа, пообщался с завсегдатаем заведения и получил еще очко. Я так понял, что игра достаточно длинная, потому что опыт я получаю очень много и за всякую херню. Неразборчивая листовка. Леди Стрекоза. Приходи и испытай неземное наслаждение в моем экзотическом ритуале. Некоторые слова не разобрать. Брошюра. Реклама услуг куртизанки. Большая часть текста размыта грязью и влагой. Она не успела принять клиентов и уже течет. Размыла влагой все письмо. Ну разве так можно? Щелкунчик. Так, а наверх? Ну почему я хотел наверх? Зачем эту лестницу сюда ставить? Чисто для антуража. Но она же
просто манит меня. Чертовка эта лестница. Мне за это не платят. За что? За то, что я щелкаю. Так. Подготовиться к суаре. Суаре. Если я правильно произношу. Лигия. Не Лидия, запомните. Игра? Лигия? Yes? Я. Спросить по магазину. What's next for you? You're in charge here now. Have you got some kind of grand scheme? A grand scheme? Well, for now, I'm just trying to keep my head above water. Certain customers are unconvinced that a woman can handle running a business. What's worse, a woman without powers. You know what I mean. A thaumaturge at my side would shut them all up. Ну, я Тауматург. After all, it's your heritage too. Ладно, ты можешь на меня рассчитывать. I don't know anything about running a company. Тут все диалоги But if очень I can сильно help влияют на in сюжет, any как way, я you понимаю. can count on me. Потому что я просрал уже пару развилок. Ну, как просрал? That means a lot to me. Вы очень странный выбор сделал. О, Лиги это запомнит. По-моему, это первое хорошее, что я для нее сделал. Удивительно, что она You курит. used to detest the smell of tobacco. You'd hold your breath going into father's study. That's true, but when I'd stay here alone with Papa, and somehow over the years I got used to it. I don't know when I started copying him even. Daddy's girl. You were always closer to him. That's not true. I was just less rebellious than you, his Thaumaturge son. Now come on, what else is on your mind? Отметить ее необычную одежду. An original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. It's the 20th century. It's high time we started dressing comfortably. You've always been brave, never afraid of anything or anybody. Я бы сказал, что он к ней подкатывает, если бы не знал, что это сестра. Because you dumped my best tie in hot cocoa. I didn't care that she was angry. I wanted to get you back for not wanting to play with me. Because you were being too annoying. You meant to say brave. By the way, Grażyna still makes cocoa every evening. You can conjure cacao. up the flavor of childhood if you want. Is there anything else you want to talk about? I'll get going. Так. Что это? Подарок? Мне? Серьезно? Well, I don't know. I don't know. Мне бы найти I see гримуар you went to a отца. barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Погнали. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in Она просила меня trousers. пойти переодеться, Very да chic в итоге choice. меня переодела во что-то свое. Спасибо. Ты тоже нормальная девчонка. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the black grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Черный гримуар. Наверняка даст мне какие-то новые фишки крутые.
Он же типа мощнее, чем наш. Давай, загружайся. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Ligia Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? В смысле? Чё опять? Змея? Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor? Victor! Can you hear me? Yes, Может, ей признаться, что я вижу of course. нового демона? People are just waiting for us to put a Может быть, full block, это understand? демон зависти? We're walking into the Viper's then, brother. Я догоню через минутку. I'm going to hang around here a little. Посмотрю, что тут за херня I'll meet you происходит. upstairs. See you there. Гадюшник. В дверях отеля Империал Лигия сделала мне предостережение. Это место настоящий гадюшник, выжить в котором можно только играя его правила. На мою работу похоже, если честно. Прежде чем я буду с всеми вами общаться, я сделаю свои дела. Золотая клетка. В клетке из золота сидит экзотическая птица и наблюдает за мной маленькими черными глазками. На прутьях клетки остался шепот девушки, намеревавшейся ее открыть. Ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы забавы ради выпустить птицу на свободу, отойти в сторонку и наблюдать за воцарившимся хаосом. В конце концов, что-то ее остановило, и птица по-прежнему томится в заперти. Неизвестная метка. Ой, Well, well. я не это хотел нажать. Good evening. Good evening, Виктор Шульски. Irina Orlova of those Orlovs. Ирина Уролог. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Так, наблюдение. Дочь генерал-губернатора Софья Георгиевна Скалон впервые вышла в свет в этом году. Девушка пользуется большой популярностью и наслаждается безраздельным вниманием к своей воле. Я знаю о золотой клетке. Хорошо, что я заранее. I've heard a Смотрел. certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Someone Расскажем. was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Szulski? Жопу тебе откушу. Давай обменяемся тайнами. Это моя гордыня мне позволяет. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. Я пока не понял, как становится сильнее мой изъян. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. Maybe you'll tell us something about yourself. Я расскажу о себе. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before.
To tell the truth, I didn't believe they existed. A Thaumaturge. Don't worry. But now you do. That trick with the cage. You've impressed me. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? And what now? I need to slip away for a moment. Да-да-да. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyanseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Привидение. Птички. Веер. Веер с перламутровой ручкой отлично скрывает нахальную ухмылку. Так, классический светский ход, дешевый, но весьма действенный. Владелица Веера кокетливо обронила его, дабы привлечь мое внимание. Извиняюсь за кашель. И она его добилась. Да ничего, ушли. Подожди. Афиша спиритического сеанса. Афиша с изображением таинственной мадам Самиры. От глянца афиши веет положительными эмоциями пара прохожих, бросивших на нее взгляд. Людской интерес к разного рода потусторонним делам легко считывается по учащенному биению сердца. Судя по всему, сеансы мадам пользуются популярностью. Сергей. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Слушать молча. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. Либо старые. Ну, так рождаются милк-хантеры тогда. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Влюбленный Сергей стремится впечатлить своих товарищей. Хочет доказать всем, что достоин руки дочери генерала-губернатора. У него большие планы касательно Софьи, но пока что их не реализовать. Представиться. My name is Виктор Шульски. Well, there we have it. Затеять драку. I'm afraid we've got a few things to explain to one another. Preferably through Но я же с гордыней. I don't think so, Mr. Шульски. Where are you from? You're among polite society, not cattle. Спровоцировать Сергея на драку. I'm not the only one itching for a brawl, am I? What? Is one guy more than you can handle? Let's take this out to the forecourt, gentlemen. Пойдем. Sergei, my friend, anything for you. Я могу использовать своих демонов? Ни хера себе, не со стволами. Ну, одного очка будет мало. Ёксель. Что у них с уровнем, да?
Мучение. Агония. Найс. Нихера себе он снес. Людушни. Нельзя так. Агония, чувак. Говноед, а? А, все, его съели. Эта игра сильно напоминает вампира. Агония. Писал книжку. Найс. Какой же я красавчик. Ну чё, ребят? Аниме? Угу. Наверное, сначала Светлану найдем. Ой. Mr. Шульски? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? А что ты здесь делаешь? Откуда у тебя столько шрамов? If I may, there's one question niggling at me. Ань, How did you get so many scars? отнести и принести. Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. Я знаком со Светланой. The friend of a friend of a friend is throwing this party, so you might say I know the hostess. Rumyantseva herself? Look at you. Да. And who invited you? The friend of a friend of a friend. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Szulska.
best of luck. You'll need it, since Lygia ended up with the entire inheritance. Да. Не все наследство, чувак. My sister didn't inherit everything. That's right, in fact. After all, Stanisław had his little black Подкалывает magic нас еще, book, смотри, ублюдок. but I don't see you carrying it. The truth is, the Black Grimoire has gone missing. And you're conducting a search here? Конечно. Where better to find information than a hotbed of gossip? I cannot disagree with you there. Что And ты what здесь are забыл, you doing чувак? here, Mr. Konechkin? I'm passing the time. Конечкин. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Расскажи-ка мне о гостях. Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after Не, я с amusement. ним согласен как-то. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And Может neither быть, of это you, он вызвал nor демона? was your father. И откуда ты нашего отца-то знаешь? Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Szulski. Yes, I'm sure. В одном месте. Может быть, мы там всех и найдем? Да. Угу. Thaumaturge never fails me. There is something Много тут разных вещей-то. Загадочная книга. Массивный фолиант в кожаном переплете. Собственность мадам Самиры. Ну, кстати, вот и сама мадам. Слова, нацарапанные в спешке, нервный перебор карт, неразборчивые подметки и нечто, что я не могу разобрать. Деяние, скрытое от меня неизвестной силой, словно книга, которая не хочет быть прочитанной. Любопытно. Ладно, случайно на действие не нажать опять. Мазурка. Быть беде, говорит. Столик для спиритического сеанса. Столик накрыт красной скатертью с изображением созвездий. От красной скатерти веет тревогой и настороженностью. Эмоции свежие, чистые. Перетекли на ткань минуту назад, из кончиков пальцев Самиры, когда она сложила руки на столе, стараясь не грызть ногти от волнения. Неужто я так на нее повлиял? Ну да, боитесь, что сейчас раскрою. Бокал для шампанского. Пустые бокалы для шампанского. На устах совсем недавно прикасавшегося к бокалам вертятся резкие слова презрения. Кто-то явно сожалеет о браке с этой дурой Луизой. Но, сдается мне, в этих отношениях Луиза далеко не самая большая дура. Maybe that's enough. What do you want? Вот. The trick with entering someone's Ряд head. свечей, горячие свечи, выставлены в ряд, видимо, для создания таинственной атмосферы. You're not much of a thaumaturge Сиськи. if you can't. Надеюсь, меня за это не забанят. You come here to torment me, unmask me.
I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Наблюдение Тауматург. Мадам Самира не только загадочно ясновидящая, но и Тауматург. Она тоже чувствует присутствие Велеса, хочет поймать его и подчинить себе. Прикол, у нас будет битва Тауматургов. Неудивительно, что появление другого Тауматурга ее не обрадовало. Она настроена серьезно, а потому всеми силами пытается убедить меня оставить салютера в покое. Укажем на салютера. Your Siren is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. Хера себе. I'll pass. Салютер Самиры. Должен признать, салютер Самиры производит сильное впечатление. Это Сирин. Его аура не менее загадочна, чем аура хозяйки. Ой, я достаточно собрал? Мадам Самира. За таинственной маской мадам Самиры скрывается Тауматург в компании не менее таинственного салютера Сирина. Образ ясновидящей позволяет мадам Самире свободно посещать светские мероприятия, приманивающие Велеса, на которого она и охотится. Погоди, а Велес это кто, которого мы видели? Или это мы видели ее, этого демона? Обратите внимание на ее двойную жизнь. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? Поговорите о диком салютере. Да, это, видимо, не ее. I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. Что тебе известно? What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with a flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that salutor. You mean yourself? Все эти человеки с изъяном. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? Человек с изъяном. Значит, человек с изъяном примет участие в сеансе мадам Самиры. Ясновидящая ловко все спланировала. So should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Шульски, but you can call me Victor. Now, Mr. Шульски, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. А может быть, ты мне мешаешь работать? Почему? Где какашки в воздухе летают? Красные какашки в воздухе. Красные воздушные какашки. Ой, ой-ой. Немножко застрял в текстурке. Выпить коньяку. Блин, классные зарисовки, мне нравятся. Змея? Может быть, это подсказка? Кто из них? Одержимо. Вернее, является носителем. А здесь пока ничего. Ау. Давайте еще раз пообщаемся с ясновидящей. Шульски, don't play with me. Я видел афишу. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. Он с таким акцентом диким говорит, да? No one warned me
that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Кого ты собираешься призвать? Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. Maybe my dead Кто ублюдок? fathers. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Насколько близко знакома со Светланой? You know the hostess well? Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am Svetlana doing my best Petrovna. to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. I'll Хорошо. disappear. For now. На время я исчезну. Sometimes it's good to let things go and leave other people in peace. Порядочных, For серьезно. your own benefit. Ты скорее ублюдочную. Принимаю I вызов. think I'll take up this gauntlet. Она все равно светится. Возможно, какую-то деталь я упускаю. Не понял. А, я думал, появятся какашечки. Мы найдем. Где наша сестра? Это Светлана. А! Что это? Вошел не в ту дверь, да? Называется. Здесь была наша сестра. Ну ладно. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bautsky replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orloffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful Смотри, party. сваливает, сваливает. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Соре. Поделиться мне так. Узнать подробнее о царском дворе. How is it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. Поделиться мнением о соре. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. And believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steps. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Довести разговор о ее гостях. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konieczkin, for instance. Иван Apparently, Конячкин. he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of this season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skowan herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly.
The competition is fierce. Перейти к делу. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must Svetlana insist. Petrovna. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. Unforgettable I experience. wonder, is that truly everything Смотри-ка, а что это у нее там появилось? Сзади. I've got no choice but to Вы suffer заметили through tonight. тонкую нить? No need to mince words. Мысли собеседника? Тонкий намек. Светлана отказывается говорить со мной открыто, возможно, опасается падких до сплетен ушей. И все же я чувствую, что она хочет мне что-то рассказать. Нужно осмотреться, может, ее окружение прольет свет. Я не вижу, что появлялись какашечки. Вот эти вот, что я могу читать предметы. Идти по следу мысли Светланы. Что? Как он понял, что мысли здесь? Погоди. Хорошо, что камера не вертится, да? Мысли где в шкафу? Почему не могу открыть? А, в смысле, чего не появился сразу? I felt something. Where is it? Кафельная печь. На чугуне осталась сажа вперемешку с обрывками сожженного письма. Ее обычно твердые руки дрожали, пока глаза метались по бумаге. Он за ней наблюдает. Это она и так знала, но он посмел ей угрожать. Она в сердцах бросила скомканную записку в печь. Жаль, что преследователя так просто не избавиться. На обгоревшей записке осталось беспокойное состояние Светланы, выраженное, как кажется, доброжелательным тоном. Автор закончил послание завуалированной угрозой. За словами заботы кроется желание вмешаться. Вот это уже страшно. Нихера себе, тут предметов сразу появилось. Смотри-ка. Нитка жемчужины. А жемчуга. Хватит на покупку небольшого городишки. Приязнь в притязательной одной... Так, приязнь и признательность одной женщины перекрыты стыдом другой. Царица делала подарок от чистого сердца, но Светлана не может смотреть на него без чувства вины. Выходит, стоит иногда щелкать. Не всегда сами подсказки появляются. Ну, эти предметы появляются. Унитаз нет. Опа. Дорожный сундук. Выглядит как новый. Хоть явно много повидал. Должно быть тяжелый. Сундук стоит на видном месте, готовый к дороге. Светлана собирала и разбирала его не один раз. Виной тому растущее чувство тревоги и неопределенности. Собрать вещи, уезжать, и вновь дрожащая рука закрывает пустой сундук. Еще не время. Но это вещь Светланы. Так, тут ничего больше нет, точно? Шелковые подушки. Материал мягкий и холодный на ощупь. Ткань пропитана памятью столь желанной беспечности, страсти, а еще чувством защищенности. Два человека нашли успокоение друг в друге. Два человека, Светлана и... Отец? Чё? Шелк помнит все. Робкие попытки строить планы, постоянные сомнения, спокойствие, подкрепление чувством, что все так, как и должно быть. И ураган других эмоций, рожденных из пьянящей страсти, и о которых я предпочел бы не знать. Да.
Догоревшая свеча. Воск растекся и уже застыл. Застывший воск сохранил память об искренней любви, смешанной со страхом, однако эти эмоции тут же скрывает хорошо отрепетированные самообладания. Горячая свеча — единственное прощание с покойным, которое Светлана могла себе позволить. Сделать заключение. Все Светланины страхи. Неудивительно, что Светлана не хотела отвечать на мои вопросы. Она напугана. Ей кажется, что кто-то за ней наблюдает. Кто-то, кому много неизвестно. Возможно, даже то, что она втайне мечтает сбежать. Я знаю про ее роман с отцом. Возможно, попробовать зайти с другого угла, поставить ей плечо, а когда она будет достаточно мне доверять, спросить про черный гримуар. Все, да? Она шла к себе. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Szulski? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Может быть, тот самый, который When did you receive this? темненький. A few weeks ago, back before your father. I see. Роман с отцом. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Что это означает? What do you mean by looking in the same direction? That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Нитка жемчуга. Говорите о ее чувстве вины. Your feelings of guilt. Do they have something to do with the Romanov court? With the whole empire, Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Нитка жемчуга. Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Нужно I hope найти you might know гримуар. something about the Black Я заикаться стал, Grimoire. да? My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? Not yet. However, how hard it is, you should check there. It will give you more understanding than all the investigators put together. My dear boy, I know nothing about Stanislav's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you только leave нить. empty-handed.
I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. Угу. Опять там же мысль. Письма. Отцовские письма о Светлане пронизаны несвойственным ему нежностью. Попади они в чужие руки, обоим возлюбленным пришлось бы несладко. Угу. Ну, а теперь туда нельзя, ладно. Блин, красиво. I know you. I remember you from books. What's your name? Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? Карта Таро номер 0 шут. Карта едва ли не пылает от эмоций. Есть невидящая вложила в нее всю свою неприязнь. И адресована она мне. Может, стоит присоединиться к сеансу хотя бы из вредности? Давай. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. В смысле, я же нажал поучаствовать. Во мраке мадам Самира просит завесить окна и приглушить свет. Спиритическому сеансу нужна определенная атмосфера. До окончания комната погрузится в мрак. Погоди, а дом почему? Погоди, на карте видно? Да. Вот и сестра. Погоди. Я разум прокачаю. Прикалываетесь? Кресло. Деревянные ручки выглядят потертыми. Сознание Сергея пронзила неприятная мысль, пока он сидел в кресле, издалека наблюдая за Софией. Почему она вдруг его не замечает? Ведь он готов исполнить любой ее каприз. Но девушка не говорит ни слова, даже не смотрит в его сторону. Обидненько на самом деле. Очень даже обидненько. Внутри целая гора окурков. Дым папирос вобрал в себя звуки весенней беседы. Подруги Софьи рады, что она пошла с ними, несмотря на отцовский запрет. Они любят смотреть, как юная Скалан плетет свои хитрые интриги. А еще больше всего любят от них сплетничать. На окурках остались следы девичьих уст. Знали бы папеньки, чем они занимались. Вдали от родителей, от родительской опеки, Софья по-особенному расправляет крылья. Наблюдать за ее махинациями одно удовольствие.
Сейчас мы найдем источник. Видимо, потом пойдем уже к отцу в разваленный дом. Так, где красные штуки? Красные штуки, погоди. Все? Все? Нам тогда перед тем, как идти к этой женщине, нужна сестра и Софья. Сестра и Софья. Так, Софья, я с тобой тоже пообщаюсь. А где сестра, я опять забываю. Какая же у меня все-таки дырявая голова. Вот сестра. Приветики, сестричка моя. Лигия. Gentlemen, meet my brother. К сожалению, это мой брат. The last Shulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Упомянуть жену Пухальского. First, I suggest you mind your own business. Your marriage, for instance. Perhaps Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. О, пригрозить им тауматургии. Кайф. It's true. I'm completely nuts. I can't tell what's true and what's a bluff, apart from Puchalski's horns. A dangerous oath! Good luck with your business, miss. Вот и пообщались. Yeah. Now I can forget about anyone wanting to say a word to me. You've always got me. Listen, as far as those two are concerned, I just didn't like how they were treating you. I'm used to it, Victor. Their words don't bother me. I can cope. Any progress with Svetlana? Упомянуть мадам I've taken Самиру. a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Дикий салютер. Mom has spotted a salutor that's attached to one of the guests. What kind of salutor? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? Имя ему Велес. Велес, он как раз таки имя вспомнил. I haven't made up my Царь mind. преисподней в славянской мифологии. Божество, богатство и непревзойденный интриган. На сваре он может в волю подстрекать, плутовать и пировать. Поговорить о Светлане. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Реакция Лигии. Любопытная Лигия редко пускается до сплетен и первая осуждает подобное поведение. На ее слова о Светлане могло повлиять окружение, на которое, в свою очередь, повлияло появление салютера. Суаре и высший свет. Высший свет дышит скандалами и упивается сплетнями из чужих уст, что сильно по вкусу здешнему салютеру. Изъян, вероятно, принадлежит тому, кто любит играть в игры и плести интриги, прирожденному махинатору. Рассказать ей о связи Светланы с вашим отцом. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. Простите, Софья Скалан. Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her?
No, and I don't suggest you make her Тебе не советую. acquaintance either. Skawon can't stand Thaumaturges. Предупреждение. Генерал-губернатор Скалан недолюбливает драматургов. Отчего-то я совсем не удивлен. Он не первый, кто видит в нас необъяснимую угрозу. Сказать, что вы встретили Конечкина. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konechkin? Иван What do you know Конечкин. about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. Благодаря ему, серьезно? Ligia. I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Как проходит твой вечер? You enjoying yourself in this viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. А, то есть ей даже понравилось. Really? Because I heard a certain conflict took place in the forecourt. Hey, they started it. I was just defending your honor. Again? Опять. I'm going. I'm going. Верес, значит. Пошли опять подокапываемся до нее. Шульски, don't play with me. Ну все, пошла в I'll жопу. disappear. For now. Don't hurry back. И не возвращайся, говорит. И самое интересное, Софья. May I have a word? How can I help? My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Твой отец не любит тауматургию. Father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? Я не знаком с правилами игры. First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose. Выясни, что происходит. I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Давай. I accept. I knew you wouldn't let me down. Let me see Чисто what I ради can интереса. find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. I'll take a look around. Игра по просьбе Софьи Скэллан, я присоединился к игре «Правду или действие», чтобы помочь ей выполнить задание. Компания друзей желает развлечься и выведать секреты друг о друге. Я могу им помочь. Ух, ёпта. Пустые бокалы. Коллекция пустых бокалов говорит о том, что кто-то здесь большой любитель выпить. Глоток за глотком, глоток за глотком. Максима осушает бокалы и наблюдает главным образом за дамами. Его сердце ноет от одиночества, а Ирина сегодня особенно прекрасна. Секреты затворника. Максиму одиноко. Как и всем нам время от времени. Он пытается утолить одиночество в алкоголе. Утопить. Но результат выходит равно противоположный. Его внимание приковано к подруге Софье, Ирине. Декоративная ваза. Ваза стоит на рояле, но хризантем в ней нет. На вазе отражены бурные эмоции Сергея. Ревность, смешанная со страхом. Ревность направлена на меня, поскольку во мне он видит соперника. Страх вызван мыслью о том, что Софья забудет о нем, когда я буду рядом.
Секрет воздыхателя. Сергей не в состоянии выкинуть Софью из головы. Его чувства настолько сильны, что он готов пойти ради нее на все. Он не понимает, почему девушка не отвечает взаимностью. От этого в нем вскипает негодование. Во мне Софья, обожатель, видит соперника. Софьин, обожатель, видит соперника в борьбе за сердце возлюбленной. Софа. Вычурная Софа. Она присела на софу и наблюдала за людьми. Привычная кокетливость куда-то улетучилась, и она впервые ощутила невыносимую пустоту, тяжесть одиночества, желание быть частью чего-то. Чувство ушло так же внезапно, как появилось. Девушка широко улыбнулась, и игра продолжилась. Сорванные листья. Кто-то нервозно сорвал листья с пальмы. Ирина самозабвенно наматывала листья на палец или незаметно сорвала их, погруженная в раздумье. Притворство Софьи и Максим. Она бы подошла к нему, но нет. Какая глупость. Мучимая сомнениями, она так и не решилась сделать первый шаг. Секреты подруги. Ирина скована робостью. Кажется, будто ее разрывает на части. Она хочет развлечься и провести время с Максимом, но не может сделать первый шаг. Девушка застряла в чистилище, раз за разом, мысленно переживая всевозможные сценарии события. Это все разве? Разум 3. Как я могу иметь разум 3? Там даже прокачки дальше нету. Твой Максима. Maxim only has one thing on his mind. Miss Irina. Oh, I knew it. Я так и знала. Might Irina return his interest? Miss Irina would like to get to know Maxim better, but she keeps hesitating. Вот заодно им и поможем. What? She never told me. Some friend she is. Тоже сама догадывалась. I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulski and I have completed my extra difficult dirt together. At your service. Now time for truth. А чё? Have you seen anyone? Важный вопрос. Кажется, Софья со мной заигрывает. Она, не стесняясь, засыпает меня вопросами на личные темы. Подобная дерзость, судя по всему, только придает чертовски смелости. Вот только понять бы, с каким Виктором Шульским он играет, с мужчиной или Тауматургом. Софья Скалан. Дочь Скалана, прирожденная интриганка. Этот талант сделал Софью знаменитостью в высоких кругах. Ее махинации — неиссякаемый источник развлечений и повод для обожаемых аристократии сплетен. Похоже, сегодня ее жертвой стала я. Девушка заигрывает со мной назло отцу, который ненавидит тауматургов. А может, это одиночество, прикрытое напускным бунтарством? Уйти от ответа. Maybe we should not reveal all our secrets to one another right away. Mr. Shulski, our time is up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Therefore, Veles chased Sofia Skawan and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? It's no coincidence she focused on me. After all, old Skawan hates Thaumaturges. The little scam. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Изъян Софьи Скалан. После игры в правду или действие аура Софьи Скалан замерцала. Это изъян, вызываемый страстью к интригам.
Все сходится, в конце концов. Софья питает слабость к светской жизни и играм. Салютер в отеле «Империал». Велеса подстрекателя приманил изъян интриганки Софьи Скалан. Чтобы его поймать, придется играть по установленным правилам, а значит, заставить Софью испытать настоящее потрясение. Чувствую, скандала не избежать. Придется участвовать. Что делать, а? Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with his souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Your face. Is everything all right, Что у тебя my с лицом? child? Не зря взял карту. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Так. Я подумал о ком-то особенном. Exactly the sort of person I had in mind. Oh, is it a long-lost love? Rather a future delightful acquaintance. Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls. Разум один. Вам не хватает силы грани или подходящего салютера. А... Чё? Вы прикалываетесь? А как бы я его открыл заранее, этого салютера? Рассердить Сергея. Is that jealousy I hear? You will mock me no longer. Focus on someone you want to make contact with. Вызвать на дуэль. Would a duel make you happy, miss? Between this poor man and me? Are you all going to fight now? Choose a location. Играйте место. A duel over me would be truly beyond exciting. Yes, I think so too. Don't you dare! You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Ваши шансы были равны. Spare yourself the trouble. It was a fair fight. But I don't intend to hold you here. Truth be told, I even feel sorry for you. What does that mean? Rid yourself of the pride you've got within. Otherwise, it will lead you to the gallows. Enough of this. There's a salutator waiting for me. Enjoy him, fool. Вот он, бык. В смысле? Это уже дуэль со салютерами? Со салютером. Языкать начал. Ай, стой. Да блин. Подожди, агония. Старая рана. Ага.
Действие врага замедлить. Так. Ага. Здоровье, кайф. Ага. Чиран так. В смысле? Какая-то жесть. Это и есть дуэль, да? Мама! Понятно. Сразу огонь насылать будет. Он все усиляет его, смотрю. Агония. Нормально. Медленно. Больно. Прерывает запланированное действие врага. Ой. Что ты с ним делаешь, ублюдочный? О, найс. Пусть. Ёксель. Агония. Вот так вот. Да, бузить агонию. В любом случае сдохнет, да? Старая рана. Ну сразу агонию делать. Ага, агония. Больно? Мне ваншотнут, если концентрация закончится. Мне ультовать будут сильно. Ну и так труп. Вот так вот. Сучка. Говно. Фига. Just wait until Коварство? Rasputin sees you.
then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were Лучше змея в руке. particularly restless. The souls have now told me everything I needed to hear. And you, sir, what can you tell us? Ваше решение закрыли этот путь так. Во всем виноват изъян Софьи. Please don't worry. From now on, everything will be fine. Fine? Sir, you must have slept through the last quarter of an hour. Sophia, listen. I freed you from a flaw that... What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. What is this rubbish about a flaw, my dear Mr. Szulski? You got me riled up and now you're trying to weasel out? A real schemer you are. Wait, it was you Mr. Puhalski was talking about. Мистер Бухальский. What was he saying? That you're a bore, a troublemaker, and a pest. Let's go. Че прикалываетесь? Не могу я нового использовать? Ух ты. А вот этот... Я его типа не получу? Говноед. Больно же. Сучка. Агония. Хера себе. Говноед, а?
опешил. Victor, don't scare me like that. Mr. Szulski, are you all right? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczki. Victor. Thank you. That's very polite. Thank you for an interesting evening. Это оргазм. Are you angry? I need to rest. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Спокойной ночи, сестрица. Good night. О, да. I'm about to go Пойманные deaf. салютеры не станут вам подчиняться, пока вы их не приручите. Навещайте Распутина, чтобы приручить салютеров. I'm about to go deaf. Hello? 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 Victor? Ну, Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? как у тебя дела, Санек? Yes, I'm fine, thank you. And how are you, Uncle? I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? Да? All right. So where should we meet? Почему бы нет? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Послание Виктору Шульскому. Приходите на кладбище, дело срочное. Я Центий, сокол-могильщик. О. Где наш Распутин? Кокетливая барышня. Hello. Indeed. Fanciable. Up close, I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Чего May I занимаетесь? ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. A solid 8? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you smoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop,
Got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5. 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Нельзя. Тречка. Фигня какая-то. Мучение. Агония. Я себе сносит. Опа. Yes, sir? Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not, I'm here for Rasputin. Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Тут есть на что посмотреть, кстати. Intriguing. Квартира на Дзержинских не самая просторная, но производит сильное впечатление. Она обставлена богатой мебелью, отражающей их достаток. Приглашение. Кипа приглашений на светской вечеринке Кершавского Бамонда. Последнее было от графини Лермонтовой. Есть что почитать у тебя? $365 обедов за 5
золотых. Пудинг из черного хлеба. Я, наверное, рецепт оставлю. Читайте на паузе, кому интересно. Что-то мне просто башка болит уже. Лекарства. Пустые бутылки со всевозможными лекарствами и микстурами, прописанные лекарями и шарлатанами. Как он мог у шарлатана купить лекарства? Это же Распутин, блин. Духи. Флакон дорогих французских духов. Подарок Распутин от недожинских. Вероятно, тонкий намек монаху на то, чтобы он ради общего блага решил проблему своего дурманящего аромата. Подарок был принят и отставлен на стол, где находится нетронутый по сей день. Ручной веер. Ручной веер из перьев марабу. Над веером все еще кружат отрывистые слова Анели, сказанные то ли супругу, то ли себе самой. Женщина сетовала на слабое здоровье и расшатанные нервы. Легкое колебание воздуха не помогало снять напряжение. Надожинские. Семейство Надожинских весьма хорошо устроилось. Они не бедствуют, живут в комфорте, вводят дружбу с влиятельными людьми. Не удивлен, что Распутин их выбрал. Судя по всему, он добился их расположения, присматривая за страдающей от нервного расстройства Аннелией. Ну что, рассказывай, Распутин. Is that him? In the flesh. Воплоти. Allow me to introduce you. My dear hostess Aniela Nadezhinska and my dear friend Viktor Шульски. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Victor to us. Ребят, для тех, кто хочет поддержать канал, ссылка на донаты в описании. Там минимальный донат маленький совсем. Ну, если есть желание поддержать. Very funny. Что ты рассказал Анели о мне? Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a Thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? Давно ли ты знаком с Надеждинскими? Have you known them long? No, but Aniela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof, and I'll never forget that. Are you helping them too? I am a balm for Aniela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Спросить, насколько он планирует здесь остаться. You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Мне нужен гипноз, чувак. Actually, I don't feel great. Let's see what you brought with you this time. Еще одного демона. Как их здесь называют, салютера. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off.
calm yourself. Зачем два раза писать, что я его приручил? You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Спасибо. Now, I won't bother you. Мне с We can тобой уже talk next пообщаться. time. The Norozinsky door is always open to you. Приручение тьмы. Что дает? Концентрацию убивает. Найс. Пускай. Это чтобы ультовать можно было. Комбинировать-то можно будет вообще зверски. Идеальный план. У меня один остался. Самое интересное. А где у меня разум? В том плане, что много было записок, вернее, оставленных этих эмоций, там, где требовался разум прокачанный. Будто бы намек, что я должен был его прокачать еще заранее. Я думаю, ребят, я на этом закончу. Для тех, кто хочет... Подожди. Ох, нифига себе. Для тех, кто хочет поддержать канал, ссылка на донаты в описании. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам игра понравилась, реально ставьте лайки, я продолжу снимать. Я просто не знаю, смотрит ли кто-нибудь это вообще. И всем удачи, наверное.